День, когда началась эта история, был ветреный и даже холодный, и именно погодные условия привели к тому, что крошечная белка выпала из гнезда. Произошло это на юге Африки на глазах у Симоны Серфонтейн и ее подруги. Конечно же, белка плакала и звала свою маму, но та все никак не возвращалась. Мы думали, это крохотное создание сумеет постоять за себя, но все же пришли ему на помощь, рассказывает Симон. Назвав белку Денгеджи, девушка даже не подозревала, какое красочное продолжение будет у этой истории. В тот момент она очень переживала. Белка продолжала кричать, не открывая глаз, и Симон, оставив ее в тепле своего дома, все думала о том, сумеет ли Кроха пережить ночь. С тех пор начался непростой период в жизни семьи Серфонтейн. Ни Симон, ни ее парень ничего не знали о том, как вырасти белку, поэтому на первых порах изучали всю информацию, что могли найти в сети. Девушке приходилось вставать по несколько раз за ночь, чтобы накормить Кроху. Кроме тепла и еды, которыми мы обеспечили юную Денгеджи, мы также сделали для нее уютное место в обувной коробке. Однако это было вопросом времени, когда она откажется от нее, рассказывает Симон. Образ моей жизни не позволял постоянно находиться дома и следить за Денгеджи, поэтому пришлось взять ее с собой на работу. Впоследствии это обернулось тем, что 3 месяца подряд каждый день она, поев с утра, забиралась ко мне в шарф или за ворот футболки, и мы шли на работу вместе. Но в семье все прекрасно понимали, что белка – дикое животное, и когда-то ей захочется познать вкус свободы. Именно поэтому Серфонтейны и не ограничивали ее, не запирали в клетки и были готовы к расставанию. К знакомству с природой и окружающим миром они сами решили ее подтолкнуть. Спустя несколько месяцев пара отнесла белку к заповеднику. Ее аккуратно опустили на траву, и вскоре она самостоятельно взобралась на дерево, так прытко, будто с самого рождения только этим и занималась. Было радостно наблюдать за тем, как быстро она освоилась в дикой природе, но в то же время очень грустно было вот так вот с ней прощаться. Однако история на этом не закончилась. Последующие несколько месяцев белка регулярно возвращалась к дому Серфонтейнов, и когда Симон приходила с работы, всегда забегала за ней следом в дом, чтобы поздороваться, а после снова вернуться в заповедник. Мы начали оставлять для нее на протяжении дня открытым окно, чтобы она имела возможность уходить и приходить, когда захочет, рассказывает Симон. И я неоднократно просыпалась ночью, находя ее возле себя, свернувшуюся калачиком. Она знала, что у нас тепло и безопасно, поэтому любила возвращаться. Но вскоре мы обнаружили, что она беременна, с улыбкой на лице делится Симон. Мы думали, что ее дикие инстинкты возьмут верх, и она уйдет от нас, останется в заповеднике, но она наоборот обустроила себе гнездо у нас на полке шкафа и вскоре сумела родить полноценную, здоровую белочку. Вскоре стало ясно, что белка настолько влюбилась в дом, в котором выросла сама, что не смогла найти более безопасного места для своей новорожденной крохи. Она уходила и возвращалась с едой, спокойно оставляя свое дитя у Серфонтейнов, позволяя им заботиться о нем в моменты ее отлучки. Она могла воспитывать и растить ее в заповеднике, но она сама выбрала место, которое считала наилучшим.